Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео я хочу показать вам вот такую красивую и очень нежную ажурную кайму с листочками. Она идеально подойдет для оформления низа кофточек, топов, джемперов, палантинов или же платьев. Также ее можно использовать для оформления некоторых деталей изделия, например, рукавов, как вы видите на экране. Также можно использовать для декора центрального мотива изделия полностью или его части, как вы видели на экране. Вообще этот узор смотрится изысканно в любом варианте, а вяжется легко и подойдет даже для начинающих мастеров. Давайте его рассмотрим. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Формируется вот такая легкая красивая волна и переходит от лицевой глади к листочкам. Далее по ходу видео я покажу, как выполнить плавный переход к ажурным дорожкам. Если же вы вяжете его от горловины, он будет выглядеть вот таким образом. Возможно, нужно будет изменить начало этого узора, наоборот, начать вязать с ажурных дорожек, а закончить листочками. Вот так выглядит изнаночная сторона этого узора. Для вязания здесь подойдет любая гладкая пряжа, очень красиво будет смотреться в пушистых видах и легкой фантазийной пряже. К спицам узор абсолютно никак не привередлив, не привязан, поэтому их я рекомендую выбирать, исходя из той пряжи, из которой вы вяжете, учитывая рекомендации производителя и, конечно же, вашу личную плотность вязания. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Вместе с вами на примере одного раппорта этого узора я покажу все переходы, оформление низа и переход к ажурной дорожке. Итак, я набрала 19 петель, 16 это раппорт узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Петли набрала самым обычным способом и провязала установочный ряд лицевыми петлями. То есть по лицевой стороне у меня получился один ряд изнаночных петель. Теперь я начинаю формировать сам вот этот низ, маленький треугольничек. Первый ряд кромочную переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я меняю расположение петель на открытое, чтобы вторая дужка смотрела на меня, и провязываю 1 лицевой петлей. Далее идет 11 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли у меня были расположены классически. Первая дужка смотрела на меня. И накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, это изнаночная, и кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. Накиды при поворотном вязании провязываются изнаночными петлями. Если же вы вяжете по кругу, также все провязываете по рисунку, но накиды уже будете провязывать лицевой петлей. Думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочная. 1 изнаночная петля, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязывать этот ряд буду простым способом, то есть все 3 петли подхватываю правой спицей и провязываю 1 лицевой. В следующем лицевом ряду я покажу, как это можно сделать другим способом. Далее 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
3 вместе лицевой с наклоном вправо. Неважно, 3 или сколько петель убавляется вправо, они должны на спице быть расположены классически. Первая дужка смотреть на меня и последняя петля ведущая. И провязывается вот таким вот образом. Далее накид, лицевая петля и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная петля, накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Для этого петли у меня открыты, вторая дужка смотрит на меня. Первые 2 петли я переношу на правую спицу, не провязывая их. Провязываю третью петлю лицевой и через нее поочередно перебрасываю вторую, затем первую петли. Все, убавление выполнено. Оно внешне выглядит точно так же, просто кому-то так проще выполнять, кому-то так. Далее идет 3 лицевые петли, 2, 3 и убавление вправо, также протяжкой. Первую петлю я провязываю лицевой, вторые 2, если нужно, меняю расположение на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня. Провязанную петлю возвращаю на левую спицу и через нее поочередно перебрасываю сначала вторую, потом третью петлю и переношу уже провязанную петлю на правую спицу. Вот так выглядит это убавление. Далее идет накид, 3 лицевые петли и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю я петлей симметрии, это изнаночная, и кромочной петлей. Седьмой, последний лицевой ряд оформления низа каймы. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 3, 4, 5 и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. 8 ряд я провяжу за кадром. Далее будем вязать основной рисунок этой каймы. Первый ряд основного узора. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 1 изнаночная, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Четные ряды здесь также продолжаю вязать по рисунку. Накиды, соответственно, при поворотном вязании изнаночными петлями, при вязании по кругу лицевыми. Третий ряд. Кромочную переснимаю. 1 изнаночная, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 1 лицевая, накид
И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочную переснимаю, 1 изнаночная петля, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я меняю расположение всех петель лицевых и изнаночных на открытое, чтобы вторая дужка смотрела на меня. И провязываю их вместе. Если вы провязываете протяжкой, также нужно менять расположение петель. Дальше идет 1 изнаночная петля и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я также меняю расположение всех лицевых и изнаночных петель. Это необходимо при любом способе вязания, чтобы петли не были скрещенными и не получались ненужные узелки. Далее идет накид, 3 лицевые петли и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9 последний лицевой ряд основного узора. Кромочная, 1 изнаночная петля, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я меняю расположение петель и провязываю 1 лицевой. Далее идет накид, 5 лицевых петель, 4, 5 и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей и кромочной. Итак, за кадром я провязала 10 ряд основного узора, и вот так он сейчас выглядит. Вы продолжаете вязать еще один раппорт листочков. Я же буду переходить на вязание ажурных дорожек, так как не вижу смысла повторять одно и то же и затягивать этим видео. При переходе на ажурные дорожки таких листочков последний ряд, 9, провязывается немножечко иначе. Поэтому сейчас я распущу за кадром 2 ряда и 9 ряд провяжу еще раз и покажу, как его провязывать при переходе на ажурные дорожки, чтобы это выглядело красиво и эффектно. Я провязывать сейчас буду 9 ряд основного узора перед переходом на ажурную дорожку. Кромочную я переснимаю, 1 изнаночная петля, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых петель. Как вы обратили внимание, в этом случае я не делала накиды вокруг убавления 3 петель вместе. Так, 5 лицевых и накид. Я закончила вязать раппорт узора изнаночной петлей симметрии и кромочной я заканчиваю вязание ряда. Переход мы выполнили в прошлом лицевом ряду. Сейчас я начинаю провязывать ажурные дорожки. Раппорт узора будет составлять 4 ряда. И я вместе с вами и провяжу эти 4 ряда. Итак, первый ряд ажурной дорожки. Кромочную переснимаю. 1 изнаночная петля,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд также заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Третий ряд ажурной дорожки. Кромочную переснимаю. 1 изнаночная петля. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Плохо виден переход. Сейчас я за кадром провяжу еще несколько рядов ажурной дорожки, чтобы вы увидели переход. Возможно, не идеально, но переход вы видите, все линии переходят плавно одна в другую. Когда это будет все постирано и отпарено, рисунок получится более четким. Еще хотела сказать вам, что если вам в изделии нужно сузить ажурные дорожки, любые вот эти или же другие ажурные дорожки, которые вам понравятся, самое просто это делать там, где изнаночные петли, то есть постепенно их убавляя. К примеру, через 3 ажурные дорожки убавлять 2 вместе изнаночной. И вот так лесенкой чередуя. Потом следующие 3, следующие 3. Это будет в изделии тогда незаметно и красиво и аккуратно выглядеть. Это нужно, если рукавчик, который я показывала вам на модели, сузить нужно. Или же выделить линию талии в платье или джемпере. Вот такие приемы, они оказываются самыми эффективными. Вот такой красивый узор мы с вами сегодня связали. Вообще кофточка очень красивая и смотрится очень красиво, элитно, особенно в шелке. Вот этот маленький образец я вязала из шелка. Выглядит просто великолепно. Надеюсь, вам она тоже понравилась, и вы свяжете себе такую же или подобную. Всем легких петелек и до встречи на канале!